Всем доброй ночи, друзья мои. Хочу подарить вам еще одну работу, связанную с родом, с призывом рода нашего, силой рода. Про родовое древо мы с вами говорили не раз. Давайте немного освежим в памяти. Для чего род помогает нам и зачем им нужно продолжение рода? Почему они приводят в нашу жизнь нужных людей? Почему они слышат нас, приходят на помощь? В чем выгода рода, чтобы мы на этой земле существовали? Ну, даже можно, например, подумать, а может быть лучше им, чтобы мы все ушли и соединились с ними там, и род был бы более широкий, огромный, сильный, больше было бы душ в родовом древе. Да, ну как бы логично. Но на самом деле это не так. Наш род, наше родовое древо там сильно до того момента, пока мы здесь существуем. Мы даем им энергию там, быть в лучшем месте, рядом, иметь подпитку. Даже если мы своих предков, некоторые из нас не знают, хочу вам сказать, во-первых, что до нашего дня, до наших дней, да, неправильно, до нашего времени, хотела сказать, доживают только сильные роды. Почему? Потому что даже если ваши родители были не очень, скажем так, к вам хорошо относились, и, казалось бы, какая сила рода, если я не была любимый ребенок и не была счастлива в семье своей? Но вы должны понимать, что ваш род не только ваш отец и мать, ваши дедушки, бабушки, прабабушки и так далее. За вами идет род отца и род матери. Вот видите, родовое древо отца и матери. И миллионы душ за вашей спиной стоят. Миллионы душ. Почему человек наказывается, когда делает зло кому-либо? Не только потому, что вселенский закон срабатывает, а еще потому, что за спиной человека его род. Если наказывают хорошего человека, порядочного человека, потому что святых нет, мы все что-то совершаем, где-то нарушаем закон Вселенной в любом случае. Но если человек не переступил какие-то коны мироздания, если он не виноват в невинной крови, если он не разрушил чужую жизнь и так далее, то есть он не нарушил коны мироздания, и вдруг его обидели. За него заступается его род, который силен, и вы получаете обратный удар огромной силой. Кроме всего прочего, заметьте, красивые люди. Мы сейчас не говорим только о том, чтобы были безупречно прекрасные и как бы топ-модели. Нет. Мы говорим о людях, которые приятные, привлекательные, миловидные. Даже если не миловидные, но в любом случае харизматичные. Это красивый род. А бывают, вот смотришь просто как на подбор. Настолько отталкивающие люди. Сейчас у нас век косметологии, можно исправить внешность, но рождаются дети, и ты видишь... Ну вот есть дети, к которым хочется подойти, обнять, поцеловать, подарить куклу, а есть дети, которые отталкивают, они неприятны. И это продолжение не самого лучшего рода. Красота или харизматичность, или привлекательность тоже дается как награда за хорошие поступки. Это знаете. Потому что человек красивый, в любом случае располагает к себе. Ему намного легче пробиться в этой жизни в каких-то сферах, чем другим. Хотя для кого-то красота становится проклятием. Когда начинается зависть, ненависть, когда к нему только какие-то животные желания проявляют. Это тоже имеется. Но в любом случае гораздо приятнее посмотреть в зеркало, видеть красивое лицо,
чем безобразное. Согласны? Не уродство именно, а вот отталкивающая внешность существует. Роду, нашему родовому древу, там выгоднее, чтобы мы здесь были, потому что наши хорошие поступки, если о нас говорят, если, вот, например, у многих народов есть такое выражение «вечная память твоим дедам, твоим отцам», или «да благословен будет твой род», или «спасибо твоим предкам», часто говорят это. Вот эти все хорошие, приятные пожелания, это превращается в энергию. В мироздании все энергия. И отрицательные, и положительные эмоции. Так вот, когда ты больше положительных эмоций создаешь у людей, своей работой, своим отношением, человеческими поступками и так далее, то это благословение превращается в энергию и уходит в твою родовую память, древо твоего рода. Когда я говорю об отсечении проклятого рода, это не означает, что вы можете поменять свою кровь или абсолютно свою связь с родом можно прервать. Нет, конечно. Но есть гнилая часть рода. Вот дерево, например, растет, и у дерева какая-то часть этого дерева, вот какая-то ветка, она обломилась слегка, но уже все сушится, высыхает или гниет. И что делает умный садовник? Он срезает эту часть дерева, которая съедает соки дерева, то есть забирает в никуда, и оздоравливает дерево. Отрезает ненужные вот эти все ветки, которые забирают энергию, силу этого дерева. И дерево оздоравливается. То есть отрезается вот эта часть рода, которая была неправильная, которая шла не туда, куда нужно. То есть вот эта вот лишняя часть древа, это могут быть родители, дедушки, бабушки, неважно. И присоединяют человека к здоровой части его рода. И он продолжает свой род, но только он как бы отсекает вот ту ненужную часть и выкидывает из своей памяти, из своего родового древа, из своей крови вот эту вот ненужную родовую память, которая ему мешает идти вперед, которая забирает его жизненные силы. Есть дети, от которых отказались, например, они воспитались в другой семье. В таком случае они принадлежат к какому роду? Отчасти они принадлежат новому роду, а отчасти принадлежат своему роду. Но больше своему роду, естественно. Поэтому и говорят, что генетику никуда не денешь. И эти дети, если вырастают и говорят, вот я не знала своих предков, вот как мне быть, призывать силу рода. Призывайте, помимо ваших родителей, которые от вас отказались, есть ваши бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки и так далее, много поколений назад, которые поспособствовали тому, чтобы вы не пропали, чтобы вы остались живы, чтобы вы попали в какую-то семью. Даже не важно, насколько эта семья была хороша. Главное, чтобы вы физически выжили и имели продолжение своего рода. Когда угрожают человеку, он может призвать силу рода, и более чем яростно они придут на помощь именно в этот момент, когда физическое уничтожение грозит человеку. Знаете почему? Потому что им нужно, чтобы ты продолжала свой род, чтобы ты не остановилась, чтобы у них была подпитка, и их родовое древо было сильное там. Этот ритуал можно провести в тот момент, когда в вашей жизни тяжелая ситуация. Может быть, жизнь рушится, может, вас преследует, может быть, вы не хотите жить, может быть, у вас не очень хорошие мысли посещают и так далее. Существует сила рода, это стражник родового древа. И, как правило, когда вы призываете силу своего рода, тот самый стражник открывает эти врата и отпускает души к вам сюда. Неважно, вы называете этого стражника или нет. Все происходит через эту силу, которая помогает, дает силу
скажем так, вашему роду, и он как посредник между вами и душами ваших родных и близких. Здесь приводятся и далекие предки, и близкие предки, но они все у вас, то есть по крови. Здесь сказано о предках и о родных душах, потому что не все ваши предки. Ваши предки, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки и так далее. Но ваши тети, дяди, они не ваши предки, они ваши кровные родственники, родные души. Но они тоже относятся к родовому древу. И мы с вами призываем от древних времен и до сегодняшнего дня души предков, которые должны прийти и помочь. Для этого вам нужно подготовить алтарь. Это проводится желательно в полночь. Вот сейчас как раз полночь. Желательно, значит, не в выходной день, но если прям вот грозит опасность, можно и в выходной. При каких случаях это можно применить? Идут против вас суды, внутреннее несогласие, разрушение семьи, усталость от жизни, любая проблема. Вам нужно поставить на алтарь угощение. Вот сладости, например, фрукты. Можете поставить, здесь в этом ритуале спиртное не стоит, можете поставить молоко в какой-нибудь чаше. Сок можно гранатовый или иной сок, но настоящий сок, тут выжатый. Потому что это сила земли, которая, собственно, питает. Но больше всего вам нужен источник огня. Несколько свечей. Либо, может быть, если у вас есть камин такой, у меня есть, правда, давно не пользовалась, времени не было, их там обновить нужно. Либо камин. Вы должны питать их души энергией огня. Они придут, и они останутся с вами до того момента, пока эта ситуация не разрешится, а потом они уйдут. Вы будете ощущать эту силу вокруг себя. Они вокруг вас создадут невидимую стену защитную. Я назвала это шепот рода, потому что давно говорила о том, что вы должны слышать шепот своего рода в приметах, в происшествиях, в каких-то подсказках от людей, от природы. Ведь силы или души наших родных, они не сами физически приходят нам помогать. Они помогают через людей, через какие-то, дают подсказки через людей и так далее. Вот шепот своего рода. Начнутся необычные сны, которые вам будут подсказывать. Они будут вам давать эти подсказки через идеи, через мысли, через эмоции. Будут приходить нужные люди, будут разрешаться эти ситуации в вашу пользу. Проведите этот ритуал несколько раз в неделю, если у вас очень тяжелая ситуация. Ну, наряду с другими можно, конечно, ритуалами провести, но вам нужно зажечь много свечей и проговорить этот заговор шепотом, потому что здесь шепот вашего рода, и вы должны шептать о помощи. Ну, первый раз я выскажусь громко, чтобы вы понимали, то есть слова, а потом покажу, как лучше это сделать именно шепотом. После того, как вы это все сделали, и на будущее для других ритуалов в том числе скажу, друзья мои, все, что ставим на алтарь, я иногда забываю, может быть, потому что очень много работы. Если бы у меня было несколько ритуалов, это другой вопрос. Поскольку у меня много тысяч работ, конечно, где-то могу и забыть, потому что я знаю, что мои зрители вроде и так знают это все. Но в любом случае, оставляется любой откуп на алтаре несколько часов или до утра. Потом просто выкидывайте, выкиньте. Не обязательно выносить, можете просто выкинуть. Почему? Потому что это обесточивается. Если ребенок съел, да ничего страшного не случится, просто все эти продукты потеряют свой вкус за несколько часов, потому что их забирают, вот эту вот энергию с них, понимаете, этот вкус, аромат забирается, и они просто обесточенные становятся. Поэтому оставляете ли вы домовому угощение, предкам ставите и так далее, через некоторое время просто это все выкидывается, вот и все. Свечи, которые я сейчас зажгу,
их можно оставить некоторое время, потом погасить, можете использовать в других ритуалах. Здесь дело не в свечах, здесь должен быть источник огня. Вот это самое важное. Итак, первый раз я произнесу, чтобы вы могли записать, переписать. А далее шепотом научу вас, потому что это определенная волна. Вот есть ритуалы, которые надо говорить громко, есть ритуалы, которые надо говорить полголоса, есть ритуалы, которые нужно произносить шепотом, потому что вы должны быть на одной волне с теми силами, которые слышат шепот. Вот в данный момент ваши предки должны услышать шепот, потому что вы с ними ведете такой душевный диалог, понимаете? Это не призыв громогласный, это диалог. Это определенная энергия создается между вами, их душами и вашим родовым древом. Вы даже не представляете, как сильно они могут помочь, потому что они ваши предки. Это родные люди или родные души, но были людьми, ушли. И вот для тех любителей реинкарнации и прочей чепухи, которые любят разглагольствовать, во-первых, есть у меня лекция, называется «Реинкарнация. Миф». Если бы наши предки перерождались где-либо, то вот вся эта сила, структура, защита рода, оно бы рассыпалось, как карточный домик, понимаете? Никто никуда не перерождается. Нету этого, не существует. Если кто-то говорит о каких-то прошлых жизнях, это всего лишь подселенец внутри него, чья-то душа, которая просто его глазами видит свое прошлое или рассказывает и так далее. Там огромное количество душ, которые хотят родиться и прийти. Посмотрите мою лекцию «Почему мы приходим в этот мир и куда мы уйдем». Не очень давно я сняла, я там очень подробно вам объяснила. Если вам интересно, посмотрите, и сразу все вопросы отпадут. А теперь начнем. Сначала читаем первую часть 6 раз, потом вторую часть 6 раз. Сначала как бы более громко произнесу, потом шепотом. Огонь горит, сила зрит. Дым поднимается, врата в иномирии открываются. И дух моего рода ко мне спускается. Прошу тебя, сила моего рода, отправь ко мне души моих предков и родных. Еще раз. Огонь горит, сила зрит, дым поднимается, врата в иномирии открываются. И дух моего рода ко мне спускается. Прошу тебя, сила моего рода, отправь ко мне души моих предков и родных. Эту часть читайте громко. 6 раз не буду читать. Эту часть громко. И далее шепотом. Но я пока прочитаю первый раз громко. Мои предки, далекие и близкие, по крови, по праву крови, я к вам взываю. Создайте вокруг меня круг. Мои бабушки и прабабушки, мои деды и прадеды, тетушки, сеструшки, братья и дядья. Все вы разом заступитесь за меня. Не дайте пропасть крови родной. Взываю к вам в час роковой. Шепните мне в разум спасения тайну. Невидимой армии бейтесь за меня. Заклинаю вас кровью родной и силой ярого огня. Родовое древо, стрепенись. Проснитесь из сна, души родные, встаньте и бейтесь рядом со мной. Из древних веков и недавних годин почившие предки придут как один. Я услышу шепот рода своего. Я получу помощь древа родового. Встанут они рядом снова и снова и укроют меня силой и защитой. Они моя кровь, они мой щит. Заклинаю. А теперь, как положено, вновь. Первую часть 6 раз. Это к духу рода, чтобы раскрылись врата. Огонь горит, сила зрит, дым поднимается, врата в иномирии открываются. И дух моего рода ко мне спускается. Прошу тебя, сила моего рода, отправь ко мне души моих предков и родных. Огонь горит, сила зрит, дым поднимается, врата в иномирии открываются. И дух моего рода ко мне спускается. Прошу тебя, сила моего рода, отправь ко мне души моих предков и родных. Огонь горит, сила зрит, дым поднимается, врата в иномирии открываются.
и дух моего рода ко мне спускается. Прошу тебя, сила моего рода, отправь ко мне души моих предков и родных. И так 6 раз. Далее, шепотом. Мои предки, далекие и близкие, по праву крови, я к вам взываю, создайте вокруг меня круг. Мои бабушки и прабабушки, мои деды и прадеды. Это еще не так шепот, чтобы было слышно. Тетушки и сеструшки, братья и дитя, все вы разом заступитесь за меня. Не дайте пропасть крови родной. Взываю к вам в час роковой. Шепните мне в разум спасения тайну. Невидимой армии бейтесь за меня. Заклинаю вас кровью родной и силой ярого огня. Родовое древо стрепенись. Проснитесь из сна, души родные. Встаньте и бейтесь рядом со мной. Из древних веков и недавних годин почившие предки придут как один. Я услышу шепот рода своего, я получу помощь древа родового. Встанут они рядом снова и снова и укроют меня силой и защитой. Они моя кровь, они мой щит, заклинаю. Я это так не совсем могу шепотом, потому что иначе слова будут не слышны вам. Но так-то надо шепотом. Мои предки, далекие и близкие, по праву крови, я к вам взываю, создайте вокруг меня круг. Мои бабушки и прабабушки, мои деды и прадеды, тетушки, сеструшки, братья и дитя, все вы разом заступитесь за меня. Не дайте пропасть крови родной, взываю к вам в час роковой. Шепните мне в разум спасения тайну, невидимой армии бейтесь за меня. Заклинаю вас кровью родной и силой ярого огня. Родовое древо стрепенись. Проснитесь из сна, души родные. Встаньте и бейтесь рядом со мной. Из древних веков и недавних годин почившие предки придут как один. Я услышу шепот рода своего и получу помощь древа родового. Встанут они рядом снова и снова и укроют меня силой и защитой. Они моя кровь и мой щит. Заклинаю. Когда вы говорите шепотом, создается определенная энергия, то есть любят говорить вибрация определенная. И оно создает некую такую, знаете, связь. На одну волну настраивайтесь с духами, потому что духи, они общаются на определенном языке и определенными такими энергиями, вибрациями, силой, ну, не слово, ну, скажем так, энергетическими волнами. И вот вы создаете эту энергетическую волну и становитесь в один ряд с этими духами. Мои предки, далекие и близкие, по праву крови я к вам взываю. Создайте вокруг меня круг. Мои бабушки и прабабушки, мои деды и прадеды, тетушки, сеструшки, братья и дитя, все вы рядом. Разом заступитесь за меня. Не дайте пропасть крови родной. Взываю к вам в час роковой. Шепните мне в разум спасения тайну. Невидимой армии бейтесь за меня. Заклинаю вас кровью. Заклинаю вас кровью родной и силой ярого огня. Родовое древо стрепенись. Проснись из сна. Души родные, встаньте и бейтесь рядом со мной. Из древних веков и недавних годин почившие предки придут как один. Я услышу шепот рода своего. Я получу помощь древа родового. Встанут они рядом снова и снова и укроют меня силой и защитой. Они моя кровь, они мой щит. Заклинаю. Оно создает определенную такую силу, энергию сильную. Начинает голова кружиться, немножко начинает сбиваться. Вот видите, неправильно. Так, и последний раз. Мои предки, далекие и близкие, по праву крови я к вам взываю, создайте вокруг меня круг. Мои бабушки и прабабушки, мои деды и прадеды, тетушки и сеструшки, братья и дитя. Все вы разом заступитесь за меня, не дайте пропасть крови родовой. Родной, взываю к вам в час роковой. Шепните мне в разум спасения тайну.
невидимой армии бейтесь за меня, заклинаю вас кровью родной и силой ярого огня, родовое древо, стрепенись. Проснитесь из сна, души родные, встаньте и бейтесь рядом со мной. Из древних веков и недавних годин почившие предки придут как один. Я услышу шепот рода своего, я получу помощь древа родового. Встанут они рядом снова и снова и укроют меня силой и защитой. Они моя кровь, они мой щит. Заклинаю. Итак, первую часть 6 раз читайте громко, а вторую часть 6 раз читайте шепотом. Оставляйте немного гореть, чтобы питать их души силой огня. А потом оставляйте, значит, угощение им. Можете оставить до утра. Свечи погасите через некоторое время, не оставляйте. А угощение можете оставить до утра. Если вам нужно убрать, то поставьте на подоконник, а утром просто выкиньте. Повторяйте это несколько раз в неделю, если у вас прям острое состояние. Если вам просто нужна сила и помощь родных душ, не обязательно, чтобы было прям что-то такое страшное. Но вы чувствуете, зачем доводить до страшного? Лучше заранее предупредить. Если вы чувствуете, что вам нехорошо, вам нужна сила, подпитка рода, проводите. Можете провести несколько раз в неделю, можете провести иногда в месяц раз и так далее. Все время поддерживая связь со своим древом. Я хочу вам сказать, что даже если родители у вас не очень хорошие, мне иногда говорят, что вот вы там рассказываете, что у вас детство было не очень хорошее, скажем так, а сами говорите, что я забочусь о родителях. Какое-то противоречие. Нет тут никакого противоречия, абсолютно. Если вы хотели бы, чтобы вы родились именно в этом роду, то вы родились бы у своей тетки, которая вам тетка была бы вашей мамой, у бабушки своей родились бы. Вы бы все равно родились. Поэтому имеется в виду, что когда говорят, если бы не родители, тебя бы не было, это не так. Родители – это всего лишь сосуд, через который мы приходим в этот мир. Суждено было прийти, и вы пришли. Дело не в этом. Дело не в том, что вечная благодарность и так далее. Нет. Я забочусь о них, невзирая на то, что они сделали, для того, чтобы не прерывать эту цепочку, связь со своим родом. Они просто цепочка в моем роду, понимаете? Я их не убираю в сторону, чтобы не оторвать. Во-первых, это пример для своего сына. Что бы там ни было, это родители. Они должны жить хорошо, ты должна о них заботиться, обязана, должна это делать. Но еще, чтобы не прервать цепь поколений. Вот для этого. Поэтому, если они вам сделали больно, отпустите это. Не то, что прощайте, вот пускай, мало ли бывает. Нет, не в этом смысле. Можете не прощать. Если не мстите, значит, уже простили. Но для себя отпустите это. Отпустите, чтобы не тащить этот груз в другое поколение, чтобы не было такого же отношения между вами с детьми. Иногда это постоянно повторяется и очень часто. Понимаете? Повторяется. Потому что, например, мой отец очень нехорошо к своей матери относился. А потом я к нему плохо начала относиться, правда, из-за его поступков. Но его мать его любила и заботилась. Она всего лишь хотела, чтобы он работал, создавал, не пил. Ничего плохого она не говорила ему. Но у них была ненависть друг к другу. А потом эта ненависть перешла ко мне, его ненависть, а потом моя ненависть к нему. И вот эта вот цепь пошла, продолжилась, понимаете? Вот чтобы этого не было, просто выкиньте эту обиду, все. Отпустите. Они свое получили и получат, поверьте мне. Но отпустите эту обиду. Не мстите им. Оно и так они, как вам сказать, им и так наказание, что их потомство их не любит. И худшего наказания не придумать. Чтобы вот эта цепь не пошла, что перед глазами ваших детей не было примером, что надо ненавидеть друг друга, родители, дети и так далее. Вот вы будьте другим. И забота о них, поставить памятник, похоронить их по-человечески. Это не потому, что вы обязаны и должны. Нет. Если они не были хорошие родители, вы ничего им не обязаны и не должны. Но показать пример своим детям все равно забочусь. И не прерывать эту цепь.
Потому что с этой обидой и болью жить очень тяжело. Да, вы не правы были по отношению ко мне. Вы жестоко обращались. И это правда. И вы должны за это понести наказание. Но я не мщу вам. Я не говорю, вот теперь голодайте, раз вы со мной так обращаетесь. Нет, ешьте, возьмите, забочусь о вас. Я делаю для своих детей и для того, чтобы цепочка нашего рода дальше продолжалась. Мудро поступайте просто, и все. Всем удачи!